начался какой-то хейт, такая долгая мысль, к которой я шла, про то, как перестать прокрастинировать. У вас не будет никаких ресурсов, черт возьми. И я понимаю, что мотивировать — это абсолютно бестолковое дело, если вы не можете поставить себе цель. У меня был очень долгий период, когда я откладывала денег, когда я жила в квартире с ненаклеенными обоями, я начала ремонт, содрала все обои. Так надо было сделать. Я уверена, что там надо было так сделать. Все свои силы на то, чтобы понравиться другому человеку. Тогда, пожалуйста, сначала нужно заплатать вот эти дыры. Для чего вам это нужно? Всем привет, меня зовут Мария, и за последние пару недель мой YouTube взлетел в космос. Я знаю, что огромное количество людей смотрит его, не подписываясь. Давайте начнем прямо с этого, потому что сегодня вас ждет классный контент, это ответы на ваши вопросы. И это такие вопросы, я вам хочу сказать, были классные очень вопросы, я хочу вместе с вами их разобрать. Видео, которое здесь набрало огромное количество просмотров, это видео про дисциплину. Люди посмотрели видео про то, как я дисциплинированно хожу 7 раз в неделю в зал, не ем ничего из молочного, глютена, из сахара уже на протяжении полугода, про то, как я изменила свое тело, изменила все свои привычки. Начался какой-то хейт, начались какие-то хорошие вопросы. Вот мы сегодня вместе с вами все это и разберем. Как не думать постоянно, что не хватит денег? Это такой классный вопрос. Вчера буквально болтала на эту тему. Я понимаю, что есть два вида мышления. Есть люди, которые создают, у них один тип мышления, а есть люди, которые потребляют, вписываются в тот заработок, который у них уже есть. Этот заработок служит некой клеткой. Люди, которые создают, они сначала выписывают себе структурированно то, что они хотят, например, на это лето. Я хочу поехать туда, я хочу, да даже не лето, можно взять больше период, знаете, полгода. Я хочу поехать туда, купить там это платье, увидеться с теми. Мне нужно под это, например, 1 000 000 рублей. И они начинают думать, как заработать этот 1 000 000 рублей, как в процессе того, как ты думаешь, ты начинаешь что-то делать, эти деньги откуда-то приходят, это работает. А есть люди, которые понимают, ага, я зарабатываю 60 000 рублей, и вот под эти 60 000 рублей мне нужно подстроить все свои хобби, все свои поездки и так далее. Поэтому, например, в этом году мы никуда не едем вообще. Вот это мышление было у меня раньше, и оно вообще не работало, хотя всегда старалась делать больше, но когда ты сажаешь себя в клетку этих 60 000, ты, к сожалению, живешь на 60 000. А когда ты начинаешь сначала выстраивать свои желания, сначала ты начинаешь говорить то, что ты хочешь, ты начинаешь осмеливаться хотеть, потом уже вселенная начинает играть в твою пользу. Поэтому вот как не думать постоянно, что не хватит денег, во-первых, писать себе то, что вы хотите, и делать, и работать, и идти в сторону вот этого списка, в котором вы что-то хотите. При этом я вообще никак не поддерживаю вот эти инфо-цыганские движения. Я уверена, что нужно работать, я уверена, что нужно делать много. Просто мышление, когда ты цепляешься в фикс-сумму какую-то, оно очень такое, оно тебя стопорит, оно тебя тяжелит, оно не позволяет тебе развиваться совершенно. Поэтому, пожалуйста, смотрите за людьми, которые вас вдохновляют, выписывайте то, что вы действительно хотите, и потом уже зарабатываете эти деньги тоже трудом. Мария, вы говорили про правило 51%, то, что не нужно сужаться. Можете подробнее рассказать про это, пожалуйста. Это две вообще разные темы. Давайте начнем про правило 51%. Я сейчас вам расскажу про то, как перестать прокрастинировать. У меня был очень долгий период, когда я откладывала курс, потому что я не понимала, достаточно ли у меня сейчас времени. У меня было несколько лет, когда я жила в квартире, я не понимала, хочу ли я сделать ремонт. Не было идеального времени, то не было денег, то у меня не было просто времени элементарно сидеть дома с ремонтниками. И я посмотрела видео, в котором рассказывают про Джеффа Безоса. Джефф Безос — это глава Amazon. Для него есть концепция 2 дверей. Первая дверь — это решение, которое нельзя отмотать. Вторая дверь — это дверь Type 2. Это решение, которое вы можете отмотать. Таких решений большинство. То есть в моем случае, даже если бы я начала ремонт, содрала все обои и приняла бы решение остановить его в процессе, это все равно можно было бы сделать. Можно было бы оставить даже вот никак не ремонтированную, с ненаклеенными обоями. Большинство решений можно отмотать назад. Первое, что важно понять, это то, что вы можете все изменить в любой момент. И второе, самое главное правило, это то, что вам нужно быть уверенным не на 100%, что вы хотите сделать этот ремонт, а на 51%. Потому что 100% уверенность в том или ином решение может быть только в ретроспективе. Ретроспектива — это когда вы смотрите назад и думаете, ну да, так надо было сделать. Я уверена, что там надо было так сделать. Невозможно быть на 100% уверенным в каком-то решении в данном случае. Поэтому вам нужно всего лишь 51%. Как только вы понимаете, что это больше да, чем нет, можно действовать. Это
изменило абсолютно всю концепцию существования, сомнений и так далее. Вы можете в любой момент отказаться, и второе, вам не обязательно быть на 100% уверенным, чтобы что-то сработало. И вторая важная мысль — это про то, что не нужно сужаться. Это тоже очень такая долгая мысль, к которой я шла. Это то, что до сих пор еще пока греется в моей голове, потому что я нахожусь в длительной терапии. Я поняла, что я живу в обычном спальном районе, я хожу в одни и те же места, я встречаюсь с теми же людьми, я прекрасно с ними общаюсь, но я не расту в этом районе. Иногда есть такая потребность сузиться до района. Что это значит? Вот поскольку это спальный район, и ты выходишь в таком облегающем платье, каких-то очках Versace, иногда это выглядит нелепо, согласитесь. Но я поняла, что я не хочу переодеваться в какое-то более плохое платье. Я не хочу переодеваться в более простое платье. Я хочу носить свое роскошное облегающее платье с открытой спиной. Я хочу носить макияж. Я хочу носить свои очки Versace и туфли красивые. Может быть, это значит, что нужно менять район. Может быть, мне не нужно сужаться ни под других людей, ни под какие-то внешние обстоятельства. Просто нужно поменять район. И если это не кажется таким легким решением, как для меня, например, куда-то переехать, это такое сложное очень решение, потому что это здесь моя площадь. Куда-то переезжать — это значит платить за аренду. Я решила с того, что я, наверное, поменяю зал, потому что я в зале провожу огромное количество времени, пока я туда доеду, соберусь, все-таки это уже все равно другие обстоятельства, это если это зал поближе к центру. Очень важно не сужаться под какие-то внешние обстоятельства, не уменьшать свои потребности, свои хотелки, не подстраиваться под людей, которых вы давно переросли. Вот это моя мысль, очень важная. Поскольку я похудела, возникают вопросы о том, а получилось ли сразу найти свой дефицит и худеть на нем. Нет. Мой вес на данный момент 70 килограмм, это самый низкий вес за вообще, не знаю, за последние 3 года, рост 164, у меня по-прежнему, мне кажется, избыток, наверное, по массе тела, но, однако, я работаю, у меня есть определенный результат, есть успехи, я хочу сказать, что этот путь был сложным, это не было просто, и я не принимала решения, вот полгода, как я не принимаю решения касательно своего пути, я просто пришла к наставнику, я ему говорю, вот здесь я ела то-то, поэтому я вешу сейчас столько, то есть действие и результат, я отчитываюсь, он меняет мне тактику, также я залечиваю свое здоровье, чтобы мне гормоны не мешали скидывать вес. Это сложный, долгий процесс. Для меня это, наверное, сложнее, чем для других, потому что у меня аутоиммунный процесс в организме происходит. Но я считаю, что все возможно. Это требует очень точечного внимания, очень большой концентрации на вашей цели, но все возможно. Я убеждена, я убедилась на себе, что возможно все. Со своим телом, которое было в ожирении, с диагнозом ожирения, выглядеть, как я сейчас выгляжу, это очень большой результат, я считаю. Я горжусь тем результатом, который я могу сейчас вам показать. Мария, где вы приобрели вашу сумку? Очень классный вопрос. Я приобрела, эта сумка называется Longchamp, что-то такое. Я ее приобрела в Лондоне, но она продается по всей Европе, Франции. Я знаю, что есть у Байера. Очень удобная сумка, туда просто все помещается. Я беру самый большой размер, она и в аэропорт идеально, и на спорт идеально. Я эту сумку прям советую, она стоит в районе 15 тысяч рублей. Она резиновая, но она очень классно выглядит и подходит к огромному количеству образов. Ой, самый классный вопрос, это про тейпы для сна. Я начала использовать тейпы для сна. Это значит, что я просто заклеиваю свой рот, когда сплю. Я никогда так хорошо не спала. Эшли Грэм — это модель плюс сайз, и это именно она ввела вот эту вот моду на тейпы, когда показала у себя в Инстаграме, что она заклеивает рот. Я почитала в интернете, полезно ли это, есть ли какая-то доказательная часть вот этого опыта, и не нашла ничего, кроме того, что да, дышать носом это полезно, а дышать ртом может быть не полезно. Во-первых, это не только полезно, это еще и правильно. Зачитаю. Дыхание носом помогает фильтровать и увлажнять вдыхаемый воздух, поддерживает более эффективное поступление кислорода в организм, снижает риск инфекций верхних дыхательных путей. Процедура противопоказана тем, у кого есть астма или проблемы с носовым дыханием из-за искривления перегородки. Что изменилось в моем сне? Во-первых, я перестала просыпаться. Во-вторых, мой сон, он как будто стал глубже благодаря этим тейпам. Это вот как наклеить себе на глаза маску, и ваш сон становится глубже благодаря тому, что в глаза не попадает лучи, то народ то же самое из-за того, что дыхание такое чистое, нету никакого там запаха изо рта, например. В общем, это супер классный опыт. Я не знаю, есть ли там какая-то доказательная медицина или нет на этот счет. Насколько я понимаю, пока что нет. Но абсолютно точно на меня это влияет позитивно. Эти тейпы стоят 500 рублей в месяц, где-то 30 штук стоят 500 рублей. Абсолютный для меня must, но у меня нет никаких проблем с носом, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратнее. Тейпы рекомендую прям тем, кто уверен, что у него
нет никаких проблем с перегородкой или астмой. Первое. Я сказала, что вам обязательно нужна цель для того, чтобы вы достигали своих результатов, которые вы себе ставите. Например, если вы говорите себе, что вам нужно стройное тело, подтянутое тело, вы должны понимать, для чего вам это нужно. Если вы не можете выбрать себе цель, нужно здесь посмотреть в два направления. Первое. Есть ли у вас вообще ресурс ставить себе цели? Здоровы ли вы? Вдруг вас что-то отвлекает? Вдруг вы просто не закрыли свои биологические потребности? То есть, если вы, например, не высыпаетесь, если вы получаете недостаточно витаминов с пищей, если вы понимаете, что вы перерабатываете, вы выгоревший, у вас не будет никаких ресурсов ни на какую дисциплину, черт возьми. И я понимаю, что мотивировать людей и говорить людям, для которых не время, да, и не время дисциплине в их жизни. Это абсолютно бестолковое дело, если вы к этому не готовы, если вы не можете поставить себе цель. То есть, первое, есть ли у вас вообще ресурс на то, чтобы заниматься вот такими дисциплинированными, постепенными, серьезными шагами? Если вы понимаете, что у вас в жизни все окей, и вы просто ленитесь, это один вопрос. Но если у вас действительно нету ресурсов, любых финансовых, энергетических ресурсов, если нету, объективно, если их нету, тогда, пожалуйста, сначала нужно заплатать вот эти дыры. Второй вопрос. Возможно, у вас помимо вот этой цели есть еще какая-то более высокая цель, которая перекрывает вашу первоначальную. Смотрите, вы, например, знаете, что вам нужно похудеть, но вы никак не знаете, как заняться этим. И, возможно, есть какая-то более высокая цель, на которую у вас уходит энергия. Это значит, что есть какая-то потребность выше, чем это. Например, если вы отдаете все свои силы на то, чтобы понравиться какому-то другому человеку, весь свой ресурс вкладываете в это, то у вас, очевидно, не останется просто энергетической емкости на то, чтобы двигаться к своим целям. То есть здесь вот в вопросе вот того, что я даже знаю, какая у меня цель, но не иду к ней, это первое. У вас либо нет ресурса, второе, либо у вас просто есть какая-то более важная потребность, которую вы сейчас реализовываете. Я думаю, что на этом мы с вами остановим эту нерегулярную рубрику «Вопрос-ответ». Пожалуйста, задавайте вопросы еще в комментариях, во всех моих соцсетях, в Инстаграм, в Телеграм. Я очень активно веду Инстаграм и Телеграм, сейчас активно перехожу на YouTube, поэтому я буду рада вашей поддержке здесь. Лайк, подписка обязательно. Буду вас ждать в следующих видео, а пока оставайтесь на этом канале, посмотрите видео, которое супер залетело про дисциплину, оставьте обязательно свое мнение. Мне, правда, оно очень важно, я все комментарии абсолютно читаю. See you!